Всем привет! Сегодня я иду на Еловую гору. Сегодня я один, моя напарница по горным походам сегодня не смогла пойти, а жаль. Начал свой путь от конца асфальта в Кимасаровском ущелье. Затем пошел вверх по классической тропе в сторону качель Фурмановки. Поднялся на седловину и продолжил путь вверх. Через некоторое время повернул на соседний отрог налево и по заснеженному склону спустился сначала на седловину перед Еловой горой, а затем поднялся и на саму гору. Спускался по северному склону без тропы, благо весна позволяет ходить не по тропам, а по направлениям. Склоны еще не заросли высокой травой. Затем подсек тропу на Кимасаровский перевал, поднялся на него и уже по набитой тропе спустился к катку Медеу. Все рассказал, показал. Дальше можно и не смотреть. Шутка. На левом берегу речки Кимасар кто-то вырубил ступеньки по крутому склону. И дальше вправо видно уходит тропа на перевал. Через него можно попасть в ущелье Саркрама. А там есть путь более удобный. Более удобная тропа в Кимасар. Совсем не отсюда. Не нужны эти ступеньки даже будут. На правом борту ущелья уже зеленые склоны, а на левом еще много снега. Вдали видна Фурмановка. Правда, лавины уже подтаяли, вернее, то, что осталось от лавин. Есть проталины. Но на высотах выше 2200 на севере очень много снега еще. Дальше иду прямо в сторону качель Фурмановки. Все, дальше мои пути дорожки расходятся с теми, кто идет на качели Фурмановку. Они прямо, я налево. На следующих отрожек поднимусь сейчас. 3,5 километра примерно. И все. Выхожу. Здесь снег. Гора Еловая. Здесь видна тропа. Но только ее кусочек. Дальше она засыпана. Здесь фонарики идут таким скользящим лыжным ходом. Недалеко гора. Вышел на участок тропы, которая читается все-таки без снега. Но уже совсем недалеко. Седловина. Так что ничего пока такого сложного нету. Такие снежные поля приходится пересекать. Правда, здесь есть тропа. Спасибо тем, кто прошел передо мной. Это, наверное, те туристы, которых мы встретили, по-моему, 3 дня назад. Спасибо вам. Вышел на седловину, спустился на седловину. Впереди здесь указатель установлен. 4 километра до Фурмановки, 1,5 до качель и до поля 2,5. То есть здесь можно тоже спускаться в Булдаковское ущелье. Иду вверх на гору. Тут ветер такой на перевале.
за 2 часа 15 минут, пройдя всего 4 километра 110 метров, поднялся на гору Еловую. Погода хорошая. Красота здесь. Фурмановка, панорама. Хребет Кабаргатау. Вдали виден Бутаковский водопад и ущелье, по которому сошла мощная лавина. В сторону Бутаковского ущелья вид совсем небольшой, но гора оправдывает свое название. Вершина покрыта елками, очень подходит название, действительно еловая. И попутчики вместе шли. Виден мой путь спуска с соседнего гребня. Вон он. Тропа, засыпанная снегом пока. Но уже не опасно. Просто кое-где проваливаешься, а так все нормально. Совсем недалеко, очень легкая вершина. Рекомендую. Спуститься можно разными путями. Можно в Бутаковское ущелье, сначала спуститься на седловину, и там есть тропа. Но сейчас не стоит, по-моему, туда. Тут вижу такие следы лавин. И, наверное, снег глубокий будет местами. А может, где-то и опасность есть, не знаю. Туда не пойду. Также можно спуститься непосредственно с горы под Кимасаровский перевал. Мои попутчики именно так и пошли. Я думаю, тоже так спущусь. Потом поднимусь на перевал и выйду к Медеу. Хорошая, симпатичная горка. Отличная альтернатива качелям, мохнатке, волчьей. Даже высота. Сюда можно даже с ночевкой приходить. Естественно, когда на вершине еще есть снег. Весной, осенью. Есть отличные плоские площадки. Начинаю спуск под перевал Кимасар. Очень крутой спуск здесь. Здесь спускаюсь по лавинному лотку, ну, бывшему уже лавинному лотку. Так, все, что уже могло, все сошло здесь. Внизу видно Бутаковское ущелье. Отсюда хорошо видна Константинова гора, гора Шибенсай, прямо напротив. Спускаюсь по длинному кулуару, где давно уже, наверное, в начале апреля сошла мокрая лавина. Остались только ее следы. Все тащит, деревья крушит, камни тащит. Очень опасно. Зимой и весной не ходите с этой стороны. Я спустился прямо по кулуару. Вообще здесь, кажется, есть тропа. Вот она. Ну, это тоже круто, но лучше, чем подниматься по лавинному лотку. Впереди уже выполаживание. Появился слева Серкибай. Это, по-моему, даже не коровки, а помеси яков с коровами. У нас не настоящие яки, не чистые, а помесь. Кстати, бывают агрессивными эти яки, в кавычках. Один раз так на меня один попер, и мне некуда было отступать, я у скалы был прижат. Ну что, выставил палку, заорал так, но он затормозил. Вот примерно вот такой, как этот справа самец.
Это слева телятки. Красавцы. Потревожил я их. Пошли. Отдыхали они здесь, я их спугнул. Помесь яка с коровой, по-моему, называется хайнак. По-казахски топаз. Ну, хорошее они место себе выбрали. Оно достаточно укромное. И много свежей весенней травки. Мой путь дальше. В сторону перевала Кимасар. Спустился к ручью, который уже дальше впадает в Бутаковку. Иловая позади. До тропы на Кимасаровский перевал отсюда еще, наверное, метров 500. Что-то неохота высоту терять. Поднимусь, наверное, здесь и подрежу, подсеку тропу. Гора Иловая. Как я спускался. Так. И по кулуару. Там вышел к ручью. Вышел на тропу на перевал Кимасар. Срезал там. Где-то, наверное, метров 500 выиграл. Но лучше так, по-моему, не срезать. А так дойти до слияния ручьев и идти по нормальной тропе. Уже немножко осталось до перевала. Спускаюсь с Кимасаровского перевала. Теперь остался только простой спуск по набитой тропе до Медео. Всем пока. До новых встреч в горах.